В этом уроке small – уменьшенный текст и big – увеличенный текст. Теги изменения базового размера шрифта. EM – акцентируемый текст. Тег I – названия и термины без акцента. Теги форматирования текста, которые визуально выделяют заключенный в них контент курсивом. EM и I. Ярко выраженную семантическую составляющую имеет только первый тег, в то время как тег I не предъявляет особых требований к внутреннему контенту. Тег EM заключается фрагмент текста или слова, которые имеют подчеркнутый акцент по сравнению с окружающим текстом. Это те слова, на которые следует поставить ударение. Например, элемент параграфа «Нет, поездом вы не доберетесь из Европы в Америку». В этом предложении мы хотим сделать акцент на том, что именно на поезде мы не доберемся из одного континента на другой. Для этого нужно использовать другие виды транспорта. Заключим слово поездом в тег EM. Теперь программа, читающая текст, будет произносить слова, выделенные EM, с ударением. I. Названия и термины без акцента. Как уже упоминалось, никакого дополнительного акцента контенту, размещенному внутри, тег I не придает. Тегом I, сокращение от italic, выделяются обычно какие-то технические термины, названия, иностранные слова. Королева Мария отплыла прошлой ночью. Здесь слова Королева Мария выделим тегом I, поскольку в них нет никакого дополнительного акцента или важности. Просто указывается, что речь идет не о королеве по имени Мария, а о корабле с названием Королева Мария. Другим примером для тега I может быть фраза. Слово the – это артикль. Запишем ее в параграфе P, выделив the тегом I. Как видим, фразы, заключенные в теге EM и I, визуально отображаются одинаково, курсивом. Но смысл контента в этих тегах совершенно различный. В теге EM содержится акцентируемый текст, в то время как в тегах I какие-то названия и термины. Рассмотрим теги изменения базового размера шрифта. Уменьшенный и увеличенный размер шрифта. Small – уменьшенный текст и big – увеличенный текст. Каждому из тегов запишем первый параграф с обычным размером шрифта, а второй с уменьшенным и увеличенным размером шрифта соответственно. Тег big выделен редактором красным цветом. И это не случайно, поскольку в спецификации HTML5 данный тег не поддерживается из-за отсутствия смысловой составляющей. В то же время тег small оставлен в спецификации благодаря добавлению слабо выраженной семантики. Тегом small выделяется второстепенная информация на странице. Обычно это информация об авторских правах, данные о лицензии и дополнительных соглашениях. Как видим, оба тега все еще корректно обрабатываются браузерами. Текст имеет соответственно уменьшенный и увеличенный размер шрифта по сравнению с обычным. Однако стоит отметить, что для визуального изменения размера шрифта в настоящее время рекомендуется использовать CSS-стили, а не теги big и small. Домашнее задание к третьему уроку. Создайте файл homework.html, в котором создайте базовую разметку, в заголовок документа добавьте базовые стили. Назовите документ как homework3. В теле документа создайте заголовок первого уровня homework3, а затем заголовок второго уровня text-блок 1. Наберите следующие текстовые фрагменты, используя подходящие теги. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – теремки. Из всех салатов больше всего я люблю оливье. Ударение на последнем слове. Далее создайте заголовок второго уровня text-блок 2, после чего создайте два параграфа с текстом-заполнителем. В первом параграфе размер шрифта должен быть на единицу меньше по сравнению с базовым, а во втором на единицу больше.